Ценовой дамп, другим словом падение альты, был спровоцирован усиленным давлением SEC на крипторынок. Организация ополчилась на крупнейшую криптобиржу Binance и ее CEO Чанпена Джао, обвиняя их в нарушении законодательства США по торговле ценным бумагам. И в сегодняшнем видео я бы хотел поделиться тремя инструментами, в которые я начал уже активно инвестировать. В данные активы начали вливаться мощные объемы, и эти инструменты я готов разделить с вами. С вас требуется поставить всего лишь один лайк и обязательно подписаться, если вы до сих пор еще этого не сделали. Итак, на третьем месте в моем списке инвестиций это токен Cardano. Кстати, о нем я недавно говорил в своем телеграм-канале, на который вы можете подписаться. Ссылочка будет внизу в описании под этим видео. И давайте перейдем непосредственно к разбору самого токена. Обращаю внимание на то, что актив на данный момент торгуется в районе поддержки, и это очень мощная поддержка. Также дополнительным опираюсь на то, что была налита мощная такая поддержка еще, то есть были влиты очень мощные объемы, от которых у нас последовал в дальнейшем рост. То есть если мы покупали еще пару дней назад актив по 24-23 с копейками цента, да, то на сегодняшний день стоимость ADA составляет уже 28 центов. То есть первый уровень целевое сопротивление у нас является отметка 0.36. Но так как я покупаю в долгосрок, да, то есть перспективы роста у данного актива достаточно велики. И на отметке 1.19 мы как минимум можем зафиксировать уже часть прибыли, да, в ближайшем будущем. Речь идет не о инвестиции на 1, 2, 3 месяца, да, а речь идет о инвестиции как минимум на год, а то и на 1,5. То есть первые цели, да, на которых я уже задумываюсь о фиксации, это такая отметка, как 1.19. Там был первый мощный объем, который скидывался моментально, да, то есть здесь мы увидели первый влив объема, мы увидели, как рынок отреагировал. Когда наивные хомяки начали откупать, мы увидели второй мощный влив, и рынок просто посыпался. Посыпался от текущих продаж, и на данный момент мы видим, как у нас начали активно также люди откупать, и в дальнейшем итоге просто нести убытки. Когда вера закончилась в ADA, начали вливаться как раз таки мощные объемы китов. Эти объемы спровоцировали неплохой довольно-таки рост, и когда люди начали подхватывать данный рост, спровоцировалось у нас падение. Падение спровоцировалось у нас следующими новостями, о которых я сказал ранее. То есть на Binance SEC подали в суд за вывод 4 миллиардов, но об этом вы можете там ознакомиться как на моем канале, так и в новостной ленте Гугла. Итак, какие перспективы я сказал, то есть об отметках, где покупать, я сказал, а следовательно можно спокойно переходить к следующим целям. Хочу также обратить ваше внимание на горизонтальный профиль объема, который подтверждает, что наибольшее скопление объема все-таки у нас происходило в текущей области, и как раз таки в данной области торгуется сейчас актив. Хочу обратить внимание, что при вот данном импульсном восходящем движении большая часть людей не поверила в актив и начали вливать свои деньги только тогда, когда мы начали подходить к своим максимумам, а именно после достижения отметки в $2 и все, что находится плюс-минус выше. То есть больше 50% людей, только вслушайтесь в эти цифры. Следовательно, сейчас царит страх на рынке, и люди не хотят вкладываться в скам-проекты, в мыльные пузыри и все, что в этом формате. Итак, давайте переключимся на следующий актив. Следующий актив в моем списке это инструмент Solana. Итак, перед вами инструмент Solana. В первую очередь, на что хочу обратить внимание, то что после последнего падения, сильного импульсного движения у нас начали формироваться уровни поддержки. Первый уровень сформированный, это отметка 14.65.
Также служит дополнительной поддержкой то, что у нас после своего формирования отметка 13.52 ни разу не тестировалась, а следовательно стоит на нее опираться. И как видите, в 13.52 мы ударились, сформировали новый уровень, и актив пытается закрепиться над текущими уровнями. Если актив начнет проваливаться в область 11, то появится новая возможность нарастить свои позиции, усреднить и просто сидеть в рынке. Сидеть в рынке буду, как говорил ранее, порядка года-полтора. Раньше скидывать активы не собираюсь, но если все-таки у нас начнутся обновления своих локальных максимумов, а именно пробитие отметки 34 и все, что находится выше, то я перерасмотрю рынок и обязательно сообщу в своем телеграм-канале, какие изменения будут по данному инструменту. И давайте сразу переключимся еще к одному инструменту, которым бы я хотел поделиться с вами. Ну а если вы еще не поставили лайк, то обязательно сделайте это. И на первом месте в моем списке актив Chiliz. На данный момент токен подошел к своим ценовым минимумам, и стоит рассмотреть, где находятся места скопления наибольших объемов на его покупку. Прошу обратить внимание, то, что последние уровни поддержки не выдержали того давления, которое оказывали сейчас на альту. Да, неоднократно актив отскакивал от текущих уровней, да, накапливали люди позиции, но, как видите, произошел сбриф, и многие начали просто фиксировать убытки. Этим воспользовались киты и начали загружать активно денежки в данный инструмент. Прошу обратить внимание также на то, что у нас есть мощные уровни сопротивления в области 22,5-20 ровно. Эти цели меня устраивают вполне для выхода из рынка и фиксации текущей прибыли. Возможно, данный рост произойдет намного раньше, чем год или полтора, и поэтому я зафиксирую свою прибыль намного раньше. Как сказал ранее, мы находимся на своих ценовых минимумах, и стоит обратить внимание на данный инструмент для инвестиции в будущее. Надеюсь, данное видео вам было понятно и полезно. Не забываем подписываться на мой канал в Телеграме. Ссылочка будет внизу в описании под этим видео. Всем профита!